Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо огромное за просмотр. Сегодня я вам покажу, как стричь кончики волос в домашних условиях. Перед тем, как стричь волосы, я порекомендую вам вытянуть их на утюжки, плойку-выпрямитель. Конечно же, перед стрижкой волос я рекомендую помыть голову. Волосы должны быть абсолютно чистыми, свежими. Лучше всего стричь на мокрые волосы. Но если у вашего клиента не густые, прямые волосы, то их легко можно подстричь на сухую. Я буду брать достаточно крупные пряди, потому что волосы у нас тонкие. Также не рекомендую ставить слишком высокую температуру. 180 градусов будет достаточно. Разделяем волосы на 4 зоны. Височно-боковые и затылочную зону на 2 части. Мы выпрямили волосы и теперь приступаем к стрижке. Я рекомендую поставить вам клиента в полный рост для вашего удобства. У моей модели достаточно тонкие волосы, и я буду делить их на 2 зоны. Если у вашей модели волосы более густые, то делите на 3 или на 4, иногда даже на 5 зон. Наклон головы должен быть 45 градусов. Я беру парикмахерские ножницы, они у меня японские. Хочу сказать, что японская сталь самая лучшая для ножниц, так что при возможности покупайте себе сразу хороший инструмент. В данном случае я буду делать ровный срез. Я расчесываю волосы мелкими зубьями. У клиентов есть, к сожалению, привычка менять все время положение головы, так что обязательно проверяйте, в нужном ли положении у вас голова. Волосы, как вы видите, у меня в зубчиках расчески. Таким образом я как бы фиксирую их и начинаю стричь. Для стрижки второго ряда я уже буду фиксировать волосы пальцами. Еще раз проверьте положение головы. Обратите внимание, как я это делаю. Сначала у меня идет полотно расчески, сверху идут пальцы, и все вместе я спускаю до моей контрольной линии. Вы должны всегда видеть первый ряд волос, это ваша контрольная линия, по которой вы уже будете равнять все остальные волосы. В этом случае руку я ставлю вот в такое положение. И второй слой я отстригаю на 1-2 мм больше первого. Далее вы опять, как и в первом ряду, отчесываете волосы и кончиками ножниц убираете все недочеты.
Вы можете делать это как по прямой линии, так и зубчиками, чтобы концы у вас легли более естественно. На височно-боковых зонах у нас не слишком много волос, поэтому я даже не буду делить их на две части. Я подстригу все в один подхват. Здесь я стригу уже на пальцах. И также чуть филирую . Сравниваю их с задней затылочной зоной. У моей модели челка, но в любом случае вы прочесываете волосы к лицу и также выравниваете линию. Волосы вы оттягиваете под нулевым углом. Клиента лучше всего стричь перед зеркалом, чтобы вам легче было проверить длину. Мы наклоняем голову клиента вниз для того, чтобы когда ее голова была в обычном для нее положении, верхние волосы при этом накрывают нижние. И за счет того, что нижний слой мы делали чуть короче, чем верхний, у нас получился идеальный срез без торчащих из-под низа концов. Как вы видите, очень легко постричь кончики в домашних условиях. Смотрите, как у нас получилось красиво. Благодарность клиента – это то, что мы делаем для нашей с вами любимой профессии. А вам удачи, и увижу вас снова на моем канале Lovely Makeup Hair School. Я была с вами Дора Виас. Пока!